Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами продолжим нашу лекцию. И в предыдущей я рассказывала о том, что прошлое многовариантное. А сегодня я хочу рассказать еще более, наверное, необычную версию. Но вы сами подумайте, оно имеет место быть в вашей жизни или нет. Я сегодня хочу поговорить о том, что причина не обязана быть раньше следствия. Да, 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 да. И вы скажете: "Лада, ты сошла с ума, как это так?" Давайте послушаем, а потом подумаем над моими словами. Но в этом контексте мы, конечно, продолжаем тему многовариантного прошлого, но немножко разворачиваем ее с другой стороны. Итак, классическая картина мира основана на линейности и причинности, то есть сначала причина, потом следствие, да. И это логика та, которую мы с вами понимаем. Мы привыкли, что причина всегда стоит перед, ну, как бы перед следствием, да. Однако квантовые эксперименты показывают очень странную ситуацию, где невозможно указать причину как событие в прошлом. Результат оказывается зависим от условий, которые формально появляются позже. И это создает ощущение парадокса и требует, конечно, пересмотра самого понятия причин. В экспериментах отложенного выбора нельзя сказать, что поведение фотонов в щелях, да, связано с тем, что произошло именно в щелях. Поведение определяется полной конфигурацией эксперимента, включая будущий выбор измерений. Если измерение ориентировано на интерференцию, фотон описывается как прошедший через обе щели. Если измерение ориентировано на путь, то фотон описывается как прошедший через одну. Причина здесь не момент во времени, а структура эксперимента целиком. То есть причинность квантовой реальности перестает быть временной, она становится структурной. Причина — это не то, что было ранее, да, а то, что дает, будьте внимательны, и это относится также к вашей жизни, а то, что дает событию возможным в данной конфигурации. То есть реальность подчиняется не стрелке времени, а принципу согласованности. Все, что становится фактом, должно быть совместно со всей системой условий. Таким образом, будущее и прошлое оказываются связанными нелинейно, а через целостную структуру бытия. Как это понять в жизни, например? Как это происходит? Очень часто человек, видит, что смысл события определяется позже. То, что казалось случайным или бессмысленным здесь и сейчас, то, что вы делаете, спустя годы вдруг оказывается ключевым. И причина раскрывается как бы задним числом. И это не самообман, а реальный сдвиг причинности. Событие становится причиной только тогда, когда оно встроено в целостную историю. То есть человек наблюдает, как следствие формирует причину на уровне смысла. Например, вы что-то делали, вы кем-то были, какую-то профессию осваивали, одну, другую, третью. И здесь и сейчас вам казалось, например, что это какое-то бессмыслие, зачем вообще мне этим заниматься? Кстати, очень часто мне люди говорят, что Лада, где мое большое предназначение? Я хочу уже его понять, я хочу его реализовывать, без него скучно. И вот работать здесь каким-то обычным человеком, там, менеджером или там еще кем-то, мне так не хочется, хочется что-то большое делать. Но вопрос стоит в том, что большое раскрывается тогда, когда здесь и сейчас ты овладел какими-то своими навыками, профессиями. И уже в будущем все эти навыки твоей профессии, они становятся твоими ключами для реализации того большого предназначения, которое ты пришел реализовать. То есть о чем это, вся эта история? О том, что настоящая причина, она стоит впереди.
И ее следствие здесь мы проживаем. То есть следствие по времени раньше, а причина потом. И когда вы начинаете осознавать иногда свою жизнь, как события, к которому вы так долго, например, шли, они случились благодаря тому, что вы там в прошлом столько всего сделали, безусловно, что это заставляет нас по-другому смотреть на эту жизнь и на то, что мы делаем в какой-то момент. То есть это говорит о том, что то, что мы делаем сейчас, это может быть не следствие прошлого, а следствие будущего. Понимаете, как круто? И иногда мы даже не осознаем того, насколько круто влияет наше будущее на настоящее. И в этом контексте, кстати, очень классно ложатся наши квантовые программы, потому что в них мы как раз разворачиваем и показываем, как наше будущее формирует настоящее. И когда человек идет линейно, прошлое, будущее, настоящее, как линейная стрела, то он не способен влиять ни на прошлое, ни на будущее. Он живет только здесь и сейчас. Причем здесь и сейчас ключевой вариант, ну, момент, потому что здесь и сейчас ты можешь формировать прошлое. Помните, мы с вами в предыдущем видео об этом говорили. И ты можешь осознавать и влиять на будущее, если ты видишь все целиком. Но, как правило, человек, к сожалению, не видит все целиком. Поэтому ему достается уже то, что, ну, результат, который уже есть, достается его осознавать. И знаете, я бы хотела сказать, что наше прошлое, оно похоже на черновик, в котором незавершенный текст, который мы можем все время переосмысливать. Мы, кстати, возвращаемся к нему тогда, когда у нас там что-то болит, мы кого-то не можем простить, мы о ком-то все время думаем, какие-то события давят на нашу совесть или там на печаль, и мы возвращаемся все время и думаем о том, что было, переживаем. Но здесь же секрет не в том, чтобы переживать одно и то же, а здесь секрет в том, чтобы войти в это прошлое, переосмыслить его, перезаписать по-новому. Именно поэтому я считаю, что наше прошлое — это как такой черновик, который мы можем все время переписывать, переделывать. В классическом мышлении, ну, как мы говорили, что прошлое — это такой завершенный уже акт, ну, который не подлежит переписыванию, да. И мы представляем, например, его как текст, который уже написан и который можно лишь перечитывать. Так многие люди этими пользуются, потому что другого ключа у них нет. Однако квантовая физика вводит вообще радикально иной образ. Она показывает, что до определенного момента прошлое не обладает четкой формой. Мы с вами об этом говорили. То есть оно не стерто и не изменено, оно просто еще не определено. И это не ошибка наблюдателя, а фундаментальное свойство реальности. То есть прошлое, оказывается, может находиться в состоянии онтологической неопределенности. И в экспериментах, например, с квантовым ластиком, да, информация о пути частицы может быть либо сохранена, либо уничтожена. Мы говорили об этом в предыдущем видео, что если информация уничтожена, интерференционная картина появляется так, будто частица шла по всем путям одновременно. Но если информация сохранена, интерференции нет, и частица имела конкретный путь. И здесь ключевой момент. Ам, Решение об уничтожении или сохранении информации может быть принято после того, как частица уже зарегистрирована. То есть это означает, что до фиксации информации невозможно сказать, каким было прошлое поведение частицы. Оно остается в черновом варианте. Что это означает? Это говорит о том, что прошлое не является хранилищем фактов. Оно является областью допустимых описаний.
То есть реальность не хранит окончательную версию события до тех пор, пока эта версия не становится необходимой для согласованности мира. Прошлое — это не архив, а потенциальное поле. Оно кристаллизируется только тогда, когда требуется связать, быть внимательны, настоящее с будущим в непротиворечивую структуру. Это означает, что определенность прошлого — это функция настоящего, а не его причина. Человек часто замечает, например, что прошлые события долго остаются без имени. Они могут быть странными, непонятными, не вписанными в биографию. И только спустя время, через новый опыт или новое понимание, эти события вдруг обретают ясный статус. То есть, например, это было насилие, да, это было, ну, инициация, это был перелом, это было еще что. То есть мы в своей голове, в своем сознании фиксируем и даем название. До этого момента прошлое существовало как черновик, допускающий несколько версий. Человек-наблюдатель, человек наблюдает, как его собственное прошлое дописывается в настоящем. И более того, мы с вами говорили о том, что даже если вы зафиксировали, что это было, вы можете его переписать, переосознать, но переписать не в уме, а переписать, прожив, осознал по-другому это событие. И это очень важно, понимаете? Потому что это дает ключи прямые к нашему исцелению и пониманию. Конечно, я понимаю, что очень многие, ну, практики так уже это и делают. Скажут: "Ладно, ты не придумала ничего нового, ну, как бы мы это делаем", да. Я не придумала, но вопрос стоит в том, что для нашего мозга всегда нужны, подтверждения. И когда мозг понимает, что да, вот оно так и работает, он позволяет себе включить все другие инструменты переписывания, осознания тех прошлых событий, которые влияют на нашу жизнь. И более того, он может открыть еще те события, которые не регистрированы, которые мы не осознаем, но так или иначе, они все равно влияют на нашу жизнь, потому что они имеют свой отпечаток в реальности, и, глубоко в нашем бессознательном они создают нам фон. Но кроме всего, хочу еще сказать очень важный момент. Информация, как говорит квантовая физика, важнее материи и энергии. И здесь, классическая физика перестает работать. Почему? Потому что классическая физика строится вокруг материи и энергии. И предполагается, что именно они являются фундаментальными кирпичами реальности. Информация в этой картине лишь вторичная. И она описывает то, что происходит там с материальными объектами. Однако квантовая физика обнаруживает очень странный факт. Физический результат эксперимента зависит не от энергии частиц, а от того, какая информация о них доступна. И это заставляет переосмыслить саму иерархию реальности. В квантовых экспериментах фотон остается тем же самым физически, с той же энергией, той же длиной волны, да? Но если информация о его пути доступна, интерференции нет. И если информация недоступна, интерференция появляется. Никакой дополнительной энергии не уводится и не убирается. Меняется только статус информации. Это показывает, что именно информация определяет, какая физическая реальность проявится. Вы понимаете глубину и возможности того, о чем я сейчас вам рассказываю. То есть информация перестает быть описанием, а становится онтологическим фактором. Реальность организуется не вокруг вещей, а вокруг различий. Что различимо, что неразличимо. Быть, существовать, значит быть отличимым. Если различие принципиально недоступно,
оно не существует в реальности. Таким образом, мир строится не из объектов, а из структур различимости. И это глубоко меняет понимание материи. Материя оказывается носителем информации, а не первичной сущностью. А в человеческой жизни это проявляется очень наглядно. Одно знание может полностью изменить реальность человека без какого-либо физического взаимодействия. Узнать правду, увидеть скрытый мотив, осознать смысл. Этого достаточно, чтобы изменилась вся картина жизни. События те же, тело тоже, но реальность другая. Человек наблюдает, как информация обладает реальной силой трансформации. Происходящее, превосходящие материальные факторы уже не настолько важны. Именно поэтому, что заполняет ваш разум, над какой информацией вы думаете, какая информация касается вашего сердца и заставляет его биться более мощнее, именно эта информация начинает формировать ваши события вокруг вашей жизни. Я постараюсь не занимать у вас много времени. Подумайте сейчас о том, что я рассказала, потому что это очень важно. А дальше мы продолжим. Мы поговорим в следующем видео о том, что я вам расскажу. Конечно, мы продолжим историю про прошлое время и как им управлять. Люблю, обнимаю. Ваша Лада. В следующем видео смотрите продолжение. Пока.